Всем привет! Зима, весна, мандаринов очень много, и они достаточно дешевые. Но и это главное. Я делаю заливной пирог из мандаринов. Он будет вкусным. Именно это главное. Снимаю цедру с 2 мандаринов. Ну, можно из 3. Ингредиентов не так много, как вы видите. И очищаю мандарины. В принципе, из апельсинов, конечно, тоже можно сделать то же самое. Но старайтесь вот эту белую субстанцию, которая между кожицей и мякотью, тоже удалять. 1 мандарин в измельчитель в чашу. Можно 2. 2 яйца туда же. Можно ли 3? Да, конечно, можно. 160 мл воды, щепотка соли. Ванильный сахар. Ну, пакетик 2. Хотите 3. Ну и работаю ногой. Вот этот погружной измельчитель ногой называют. Все измельчил, смешал. Ну и процеживаю через ситечко. Силиконовая лопатка тут в самый раз. Растительное масло 150 мл, ну или где-то 160-170 граммов. Но у меня это обычная смесь подсолнечного и оливкового экстра virgin. Можете выбрать на свое усмотрение, какое масло применить. Сахар, ну, до около 100 граммов, вернее. Я применил 70. Умеренно сладкий. Ну, можете 100 или даже 120, если очень сладким хотите его сделать. Опять же ногой все смешиваю, измельчаю и постепенно добавляю муку 280 граммов. Муку не просеивал. Ну, макфа она пока не дает поводов к тому, чтобы просеивать ее муку, гвозди там не встречаются. Ну все, постепенно вмешиваю муку, и эта заливка стала достаточно густой. Может быть, даже слишком. Попробовал на вкус. Нормально. Сахар не буду добавлять, и убавлять тоже не буду. Тем более, что это не получится. Бумага для выпечки. Смазал ее растительным маслом и присыпал небольшим количеством сахара. Ну, форму у меня поместится 4 мандарина, половинки. Убираю косточки и укладываю эти половинки мордой вниз. Ну, в смысле разрезанной частью вниз. Заливка получилась густой, но не настолько, чтобы она не смогла расти. Постепенно растечется, не смертельно. Я добавляю разрыхлитель. Кстати, если вы используете 2 мандарина, она будет не такой густой. Или не 160, а 180 граммов воды. Нормальные отклонения такие, небольшие. Добавил разрыхлитель, пакетик и цедру. Ну, такая густота тоже подошла. Последняя проба. Ну и заливаю. Ну, форма
Стандартно я размера не измерил. В данный момент я озвучиваю сюжет, и форма не здесь. Ну, где-то сантиметров, наверное, 27-28, наверное, в длину и 15 где-то в ширину. Ну, прикиньте свою форму, она может быть квадратная, примерно такого же объема. Дал постоять немножко, чтобы растеклось более-менее. И в духовку 180 градусов 40 минут. Ну и так выглядит очень даже перспективно. Но теперь начинается самое сложное. Надо подождать, когда остынет. Ну вот я часа 2 ждал. Ну, собственно, я не стоял рядом. Я какими-то делами занимался. Накрываю, переворачиваю. Та-да-да-дам! Нормально. Сахарная пудра, ну, по желанию, больше, меньше, очень много. Или совсем не надо, как решите. Режу. Смотрю. Все хорошо. Не просто все хорошо, а еще и очень вкусно. Просто сделать и очень хорошо. Рекомендую. Приятного аппетита. Всем пока.